С ним они не часто выигрывают, и проблема явно не... в этом моменте. Интересный факт, что Clockwork не очень-то и уважают команды Liquid, учитывая, что многие команды любят его взять в первой стадии как универсального, хоть на тройку, хоть на четверку его ставь. Особенно против Варлока герой смотрится крайне приятно по игре, но не берут Ликвиды. Вообще, я за последние игры не вижу ни одного Clockwork, даже если отдают. 15 игр, 11 тускров. Ну да, они уже забыли, что такое Clockwork. Леон, Рубик, Феникс и Варлок. Вот так вот у них появлялось еще по одному разу за 15 игр. И что, сейчас они с Дарксиром какую-то связочку хапнут? Или же с Инвокером? Может быть Дарксир. Дарксир уже весьма хороший инвокер. И... Две победы на этом турнире у них было. Вот Инвокер в первой стадии брался. Вот и Сварда вместо Тускара, судя по всему, ну и, именно слава богу, вместо Пуджа. Этого героя видят. Ну, под инвокера Пудж не так и плохо, кстати. У тебя есть много аутов под все вот эти, под торнадо хук спокойно кидать, под колдснап, под айсвол. Под колдснап ты можешь еще ротиком. Ну, очень приятно играть Пуджа, когда у тебя есть инвокер хороший в команде. Но опять же, у них есть победа. И с таким сетапом героев. Второй пик для НАТО Свинцера. Задумались они над выбором героя. С Варлоком-то все просто. Сколько игр они уже... Ну, Бэтрайдер, вот они в последней своей встрече против Секрет именно такой распик сделали на ФП. А Варлок на закрывающий Бэтрайдер решили не отклоняться. В этот раз Тускара нет, который будет из лосо вытаскивать. Подумали, вот. Что будет работать. Кстати, я думаю, что Нави будут пытаться чуть ли не повторять, если отдадут Ликвиды. Они реально сейчас возьмут Огра для Санейка, чтобы облизал мид против Инвокера. То есть Инвокер герой, против которого, если немножко вот поднапрячь каким-то Огром, то Инвокер себя чувствует. Дело в том, что на Огре играл Пивер в той самой игре, и Санейка на Варлоке ему в какой-то момент отдали верхнюю линию, и он там фармил мидас и старался дальше вынести какие-то артефакты. А вот это есть отклонение от стандарта команды Нави. Всю жизнь, что Санейка в Нави, он облизывал мид для Дэнди. И это работало. И все-таки забанили двух сильных именно мидеров, под которых Санейка мог бы выходить для Дэнди. Ну, которые просто против инвокера даже в соло стоят хорошо. Да. То есть решили играть полностью на Миракл, похоже. Взяли героя против Бэтрайдера. Да. Они действительно бы хотели повторить. Но какой же это будет тогда герой для нас команды? Нави. Может, это SF-ом пахнет для Нави? Не знаю, то есть мне уже очень нравится Oracle здесь, еще и Void добирается. Идеальная связка, то есть у тебя нет никакого подсейва против хроносферы. Еще берется Урса против Вайда, опять же, далеко не самый приятный герой. Нави такое впечатление, просто берут свое сейчас. Но наперекор моим словам, у них есть какой-то план, да. И они просто мгновенно выбирают героев, особо не глядя, что там у соперника. Возможно, ластпик, из хороших вариантов для Нави, это Темпларка осталась. Темпларку, я думаю, забанят, да, Ликвид все так сделали. Я просто пытаюсь понять, зачем они это делают, потому что у них уже 4 героя, которых один Oracle полностью контрит сам. Вот вообще больше никого не нужен, у тебя уже есть Oracle, который снимает дебафы. Так на Oracle можно напрыгнуть, попытаться. Нет, так-то да, но если ты вот это делаешь, ты вставишь там под какую-нибудь хроносферу, и уже тоже не очень хорошо. А так у тебя вот есть банды, есть лосо, есть игнайты, станы, есть Урса, которого тоже очень легко задизейблить тем же самым Oracle. Все он делает один персонаж. И при этом у тебя еще очень приятный макроскаст, есть минус армор, есть физ ДПС, дизейбл через любой БКБ. Ликвиды, конечно, тут куда лучше смотрится. Именно вот на какой-то стадии после лайн. У меня есть за спиной Oracle, и я никого не боюсь. Я, пожалуй, соглашусь, но у Нави есть еще герой в мид, который может как-то эту ситуацию изменить. И мне кажется, нужно брать как минимум Сэмми Кэрри, потому что одной Урсы тут явно не хватит. Это SF. Мне кажется, ДП лучше. SF. Ну, и идеальным вариантом была Темпларка, мне нравится даже Тинкер какой-нибудь для Дэнди здесь. Тинкер мне тут не очень нравится. С Тинкером ты не заходишь, не ломаешь, у них будет 0 тавер дэмэджа на 5 героев. Да, 0 тавер дэмэджа, Тинкер, не. Тут и Слардар может на него влетать. Ну, а SF некому спасать, с другой стороны. Это вот да, на него прыгают, ставят сферу, и он умирает, не сделав ни удара в бою. Ну. Как бы ты его на миде там не раскачал в этом матче, он все равно будет лопаться. Это да, проблема. Конечно, если он там будет с отрывом прям в 10 тысяч голды, и у него будет баттерфляй скади, когда у соперников просто 0 айтемов, то тогда его не пробить. В ином случае он будет здесь взрываться, хоть как-то будет. Вот это то, почему сейчас Void хорош, потому что сейв
команды очень редко берут. Вот сейчас Oracle взяли ликвиды, но обычно среди двух суппортов мы не видим ни одного сейвера. И Void на оффлейн даже смотрится весьма хорошо, потому что ставится купол, и ничего враг против этого сделать не сможет. Они могут взять какого-то еще одного кора и Урсу мид поставить, это один из вариантов. Или какой-то, опять же, там, ДП, что-то такое, что будешь жить алхимик, в конце концов, просто вот как перетерпеть в лейт. И вот с алхимиком здесь не перетерпишь в лейт. Потому что слишком долго они думают. И действительно, они понимают, что если они возьмут СФ, то из купола спасти его нечем. А нужен реально какой-то герой с физическим уроном, желательно по зданиям. И который будет жить. Мне кажется, знаешь, ДП смотрится не так кто плохо. у нас сейчас самый жирный? Свен, Хаус-Найт, вот как что-то такое, Тини там взять. Просто, ну да, Урсу, там, не знаю, мид что ли ставить. Но и фармить другого героя, пусть Урса бегает, развлекает. Такой менеджер по развлечениям пусть будет. Не знаю, тут уже Нави тяжело, мне кажется, спасти. Пик. Рано хоронишь? Ну, опять же, они могут просто перестать на линиях и очень просто вижу двигаться. Баланс пика на данном этапе. Я знаю, что у Liquid last пик, и они возьмут все, что угодно. И я не знаю, чем Нави можно удивить ликвидов, чтобы спасти. Ну, действительно, они взяли Свена, я даже говорил. Урса в мид, да, мы это сказали. Но сказали. это все равно такая себе идея. Ну, это да. Опять же... Они отклоняются от плана, и Void стоит себе нормально там на топе. Потому что Урса бы его напрягала, а Свен не особо. Да, инвокер против Урса хорошо будет себя чувствует, если Огр вроде как-то может там подзамедлять Урса, может на каком бежать топе? замедлять. Я уверен, что это Void будет на легкой. Может быть. Кэрри с Матумбамена. И Магнус в бане, а кто тогда? В такой игре много кого можно придумать в сложной игре. Мне Китавр очень нравится здесь. Быстро бегать. Нет смысла здесь Вайда в сложную ставить, по-моему. Ну, ему там никто ничего не сделает, и в этом его преимущество. Что можно просто отправить Вайда в сложную, потому что Void на легкой без Магнуса, ну, мне кажется, это не сам фармящий герой. А это действительно Void в легкую и Слардар в сложную, наверное. А Элдер Титан наверное, я не уверен. Нет, это Mind Control. Да, это Mind Control на Элдер Титане. Элдер Титан сейчас очень силен в хардвейне с вот этим новым бонус-дэмэджем от крипов. Ты просто можешь на первом уровне 60 с лишним урона получить, и за счет этого герой получает новые возможности. Это магический дэмэдж, видимо, для этого Элдер и взят. Ну и немножко для... Посмотрим. Возможно, это будет аганим для Элдера и АОЕ Дизарм. В итоге... Пик лучше у Liquid? Мне у Liquid намного больше нравится. Void Elder, отличная комбинация. Сюда же инвокером закрепляем. Саппорты, есть ярко выраженная четверка, в отличие от Нави. Все очень сбалансировано. А Нави нужно вот действительно очень большую работу проделать на стадии лейнинга, чтобы эту игру победить. В таком случае время передать слово нашим комментаторам. Виллад, Смайл комментируют игру Нави против Liquid. Ну что, во-первых, огромное спасибо нашей невероятной студии аналитики. Ребята очень долго и очень подробно рассказывали о том, что будет происходить. Серега оттуда сбежал сюда и, наверное, правильный выбор сделал. Да. Надоели они мне. Опять мы, опять Нави. Да, опять мы, опять Нави. На этот раз, надеюсь, будет лучше, чем первый раз, когда мы с тобой с Нави столкнулись, да? Да постоянно народ пишет, что когда мы комментируем Нави, они проигрывают. Да, я получаю по 200 таких сообщений, но не только по поводу Нави, по поводу Virtus.pro тоже. Люди просто пытаются найти в нас какие-то, я не знаю, возможные варианты. Вот это вот интересная задумка. Поехали. Рошан от Нави на первой минуте. Ну, должны убить. Я не думаю, что Liquid пойдут чекать. Как бы для Нави... Этого просто никто не делает. Да, этого никто не делает, во-первых. Для Нави как бы Урса абсолютно типично. А вот и Санстрайк. И прочекали. Миракл знает это. Ну и все. И, к сожалению, все. И, к сожалению, приходится уходить. Но время есть еще сбегать на базу, похилиться, вернуться. Вот поэтому никто и не делает. Да, проблема в том, что регена нету практически. Урсы, у него Пурманшилд, веточка. Надо сейчас пить Шрайн, идти на линию. Слушай, давай посмотрим, есть кому впулить. Ну, Шрайн он не может пить теперь. Надо просто бежать бить фонтан. Вот, бить фонтан. Бежать на линию. Ну, я думаю, впулит сейчас по какому-то тангусу кто-то. И станет попроще немножечко Дэнди стоять. Опять-таки, я рад, что Нави пикнули наконец-то Урсу. Это герой, с которым у них получается. Это герой, с которым у них они играли довольно много. Ну, этот пик уже хоть более-менее похож на что-то такое вот интересное. Ну, мягко говоря, они здесь одна из слабейших команд на этом турнире. Как бы печально это не звучало. Им нужно играть в агрессивный пик, им нужно играть в какую-то лейт доту, потому что
команды уровня Liquid, они все-таки Navi будут переигрывать в этом лейте. А в гангу еще и доту, где ты вначале можешь зарабатывать огромное преимущество, зарабатывать эту толстоту, итемы, левела. Это как раз игра Navi. Да, в принципе, поглядим, получится ли у них. Проблема для Navi в основном, конечно, это то, что их соперник сегодня, это команда Liquid, у которой других вариантов нет. Им нужно выигрывать только 2-0, выигрывать уверенно. И даже эта победа все равно Liquid не на 100% гарантирует выход из группы. Поэтому, ну, все может быть. Как бы мы прекрасно понимаем, насколько сильны, насколько хороши Ликвиды и какую хорошую игру они могут, в принципе, иногда показывать. Покажут ли здесь? Посмотрим. В первые 2 дня Liquid были, точнее в первый день, если говорить о позавчерашнем дне, Liquid показывали не ту игру, к которой мы привыкли там на разнообразных ланах. Они начали не шатка, не валка, но вчера была победа на OG. И, соответственно, вот сейчас надо бы выигрывать. И вот он, этот парень на инвокере, который вчера 2 игры против OG выиграл практически в Соленова. И вот расчет, конечно, на него очень серьезный у Лики. А Бивер становился на мидл, помогает Дэнди, потому что Дэнди были огромные проблемы в начале. Джаш его просто загонял, не подпускали его к крипам, и Бивер пришел на помощь. Ну, наши отмечали уже, ребят, в аналитике, но стоит нам еще, наверное, немножко заострить на том внимание, что 90% игр Бивер играет именно на Варлоке у Нави, а Санейка играет на героях, которые такие более приближенные к 4-й позиции. Но здесь, ну, я не знаю, что здесь 4-я позиция, что здесь 5-я позиция, непонятно. Так, генерал, проблемы. Ну, то летает он, тут проблема параллельно майн-контрола. Ну, выживет майн-контрол, а вот генерал не выживает все-таки, потому что прилетел Стас Лардар на помощь, и форсблад делает Liquid. Санейка все-таки забирает майн-контрола на параллельной линии. Дотикал на нем Shadow War. Там 1-1. И Shadow War и бады на нем тоже висели. Да, поэтому более-менее. Вот как тебе вообще решение Варлока давать Санейка? То есть Варлока делать вот такой 4-й более позиции. То есть мы знаем, что Акбар фармит намного больше, чем Бивер. Варлок или Угрмак полезнее с артефактами? Ну, с артефактами, наверное, все-таки Варлок полезней. Посерьезнее будет. Ну, да, Варлок вообще, в принципе, ничего не надо. Кинул голема, кинул там 2 спала, и может дальше уходить из драки, умирать, что угодно делать. А все-таки Огурмак, ему нужно вот в драке постоянно давать эти бафы, жить подольше. Ну, что-то Дизайблер. Дизайблер нужно подольше в драке жить. Так, 2-й раз погибает у нас генерал. Опять-таки легкий выход. Слишком далеко залетает Витя. Не помогает ему Firefly. И станчик есть. Оракл достается огромного рейнджи. Все нормально. Но стоит отметить, что дабла в миде пока работает хорошо. 15-2 у Дэнди против 9-3 у Миракла. Но, с другой стороны, опять-таки, это все-таки дабла. Как ни крути, но... Ну, ушел отсюда Слардар. Как раз они сделали за это 2 хила. Дэнди со страйк не ловит. Прекрасно понимает, что может сделать Джаш с Куроку. Да, ой, ну Даня, ну это очень грубая ошибка. Подстанет его разочек, подстанет второй, ну, грубее. И килл дает еще Мирклу. Вот тут я не знаю, какое можно найти оправдание. Действительно, абсолютно необдуманный поступок. Вот этот шаг на лоу-граунд, стоял на хай-граунде, не было у него регена. И почему-то он решил, что стоит вот так вот. Ну, не ожидал. Потому что только что были эти 2 героя снизу, и моментально просто в смоке решили побежать на мидл. Ну, но они же не фармят лес, это же Оракл вместе со Слардаром. Но очень маловероятно, что они стоят, фармят лес. Поэтому, наверное, они выходят либо на тебя, либо опять снизу ждут, наверное, там генерала. И они, кстати, уже снизу ждут генерала, что самое интересное. Нон-стоп туда-назад перемещается сейчас команда Liquid. И, возможно, сейчас будет еще один выход от Сладара прямо на генерала. Да, так и есть. Там есть уже ТП, генерал. На этот раз меняется ТП. Очень сильно напрягает у нас Витю, конечно. Ну вот и Джиаши вместе с Куро, конечно, отрабатывает пока очень круто, накручивает еще раз Куро. Ну, вот, генерал на этот раз очень хорошо спрятался. Его вот так просто не убить. Только-только куда-то ушел Бивер, сразу убили Дэнди. И, ну, наверное, не стоило ему куда-то уходить. Куда он пошел, мы не видели. Может быть, сделать стак в лес. Если стак в лес, то еще на Бивера выход. Ну, вряд ли убьют. Очень плотный герой и... Под Санстрайк еще можно? Ну, под Санстрайк, в принципе, да. Но вот, не решились. Да. По-моему, правильно сделали, потому что бежать вот это куда-то между таверами, пытаться убить... А что это Угурмак? Ну, Угурмага, да, это такое дело. Дэнди можно было бы убить. Да, Дэнди проще, по-моему, убить сейчас, чем Угурмага. Так, GH, стан по Дэнди. Ну, это так, чисто поразвлекать. У него есть Аркан Руна, поэтому почему бы не поездить, почему бы не побросать краши в соперника. Это весело. Опять-таки, вот,
Пришла пора поговорить про майн-контрол. Элдер Титан на троечке. Не так, как мы видели его от LGD Forever Young, да, где Аху играл на четверочке, а на троечке. На Дэнди опасно, очень опасно. Надо подстанить, а Бивер не может подстанить. Да, Дэнди, скорее всего, погибнет. Да, залетает тычка, но Бивера тут не добьют. Потому что, опять-таки, он очень жирный. Я не знаю, что добавить. Пока все очень плохо, пока все просто ужасно. Да, Артур говорил, что нужно очень хорошо отстоять линии, выиграть этот лайнинг, но пока вообще ничего не получается. Уже 2000 впереди у нас ликвиды, на всех линиях у них хорошо, снизу умирает Бэтрайдер, выгнали его в леса, на меди тоже у Дэнди проблемы. Но вот эта вот all-иновая задумка с Урсой, Рошаном, не знаю, Урса на меди, такое себе, против инвокера. Ну и мы уже видим, да, что такое же. Такая себе идея, скажем так. Но я бы все-таки хотел вернуться к обсуждению вот решения, ну, хоть что-то интересное в игре все-таки надо искать, потому что именно Элдер Титан пошел в сложную. Вот, как ты считаешь, тройка или четверка это герой? Мне почему-то на четверке он больше нравится. Когда он выбегает из лесу, имеет плюс 60 дэмэджа. Лил продемонстрировал, как это нужно делать. Это страшная сила. Ну, Ахфу, команда LGD Forever Young показывал. Так, Витя находит его GH. Матумба уже здесь. Ну, Хрона нету. Ну, еще и а Паша есть. Первого удара. Санстрайк залетает. Санстрайк мимо. Генерал погибает. Здесь параллельно пытается загнать майн-контрола. Станчик есть. Пайкат здесь же. Будет ли первый фраг здесь для команды Нави? Да, есть. Второй фраг для команды Нави. На майн-контроле. Размен оффлейнерами. Ну, Бивер приходит, убивает. Ну, хоть какой-то лучик света, потому что все-таки где-то Нави делают эти размены. И хорошо, что как раз-таки у Свена все неплохо. Ну, а игра очень динамичная, агрессивная. Ликвиды постоянно напрягают и не дают делать большое количество стаков у нас для этого Свена. Хотелось бы. Будет падать у нас снизу тавр. Очень быстро забирают, кстати, ликвиды вышку. Это немножечко развяжет им руки, потому что сразу же начнется смещение на мид-лейн. Сразу намного менее спокойная игра станет для Дэнди на Урсе. И, ой, тут купол на генерала, очередная смерть от Вити. Казалось, что есть уже 6-й левел у Вайда. Ну, это было бы нелогично, если бы у него этого 6-го не было. У Свена, мы видим, тоже есть 6-й. Ну и уже 4-я смерть генерала. Надо, наверное, прекращать, ведь потому что ничем хорошим вот такое не закончится. Ну, не может с линии уйти, потому что будет... Ну да. Сразу моментально будет второй тавр пушить. Ну и мне кажется, даже если он уйдет вот туда, вот в этот маленький прилесок, где есть там 2 стака крипов, которые он может фармить, его и там будут находить. Опять-таки, есть хроносфера, есть сенстрайк. Даже если нет хроносферы, есть краш, есть оракл, который цепляет, и не попасть санстрайком Мираклу. Ну, это надо, чтобы Миракл играл в 4 часа утра после 25-часового перелета, наверное. Тогда он перестанет попадать санстрайками. Но он не попал уже. Один не попал, но это случайно. Это, ну, опять-таки, не выспался. Я же говорю, не выспался. Рука зачесалась. Рука зачесалась, бывает, да, и такое. Так, Миракл в миде. Мидас будет тайминговым до 10-й минуты приблизительно. Ну, где-то так оно и будет. Просто посмотри на карту. Нави, кроме Свена, кроме Варлока даже, никто не фармит линии. Просто ну, всех выгнали в леса. То есть, как бы это 8-я минута игры только что закончилась. 3500 преимущества. Да, есть вышка в активе. Но надо где-то... Ну, на линии вообще нет никого в миде. Сложно, нет никого. На топе Варлок получает левел. Ну, я понимаю, но ему 6-й еще очень далеко, как бы... Дайте, наверное, Свену. Мне вот никогда не нравилось то, что вот проблема у Вити. Ну, на этот раз опять никуда он не уходит. Сейчас будет Санстрайк сюда. Санстрайк, ну, на этот раз Витя уходит. Я не знаю, почему не заставил Слардар, как бы, сразу. Понимаешь, Чейн, вот хотел идеально все делать GH, то есть один стан, второй стан одновременно, и только так. Ну, тут, наверное, не забьет его Матумба до смерти. Ну, не то, кстати, Матумба тут далековато пошел. Матумбу можно постараться поймать. Бивер поджигает Матумба Мэна. Матумба, у него первый левел, ну, не пошли до конца. Спались. Так вот, мне не нравится постоянная тяга Нави, и я говорю не только об этом составе, я и в прошлом говорю, фармить в лесу. Вот, тем более в новом патче, когда мы знаем, что в лесу немножко меньше и денежек, и опыта, это не столь выгодно, но все равно очень-очень любят они выходить иногда в лес, при том, что есть другие варианты. Бивер в миде. Матумба рядом, Матумба получает стан, тут же Дэнди пошел куда-то. Отличная. Хорошая трансфера. Бивер уже умер. Бивер минус. Дэнди кстати, посторожнее надо быть Матумбе. Посторожнее надо быть... Ай, GH, хорошо, по двоим, по троим дает стан. Ну, Пайкат тоже ничего не может сделать в дизарме. Ну, в итоге просто разбегутся сейчас ребята. В одну калитку пока. Просто Нави ничего не могут сделать, ответить. Да, вот эти были 2 фрага на майн-контроле, но... После этого... Ну, это типичные 2 фрага на мейн-контроле. Они происходят в каждой игре просто. А сейчас какая-то просто неразбериха не происходит. Ликвиды всегда на шаг впереди. Даже на 2 шага впереди Нави по всем позициям.
Да, в миде вышечку подпушили, наконец-то возвращается генерал на нижний лайн, на какие-то мечты о быстром даггере, это всего мечты. Как я и предполагал, до 10 минуты Миракл выносит свой хендов Мидас, ну и начинает фармить быстрый агоним, как это обычно делает Миракл. К 15-16 минуте у него этот самый тайминговый агоним будет. Здесь Пайкат делает эхо Сейбр. Или все-таки Madness. Я думал, он просто будет делать Сейбр, а потом будет делать Доминатор какой-то. Мне очень нравится это изменение, конечно. Ты имеешь в виду, что собирается сабля... Ой, Madness собирается с этого, с Квотерстаффа или что? С Квотерстаффа и маски. Маски. Ну да, мне вот, когда Madness собирался так вот, хорошо, Миракла могут убить, а просветка, где просветка? Есть просветка, Миракл. Будет ли подсейв какой-то? Миракла убили, хорошо. Дальше можно постараться что-то поделать. Дэнди пока в дизарме не может бить, ну и дальше, наверное, не стоит. А дальше Дэнди идет. Так, осторожно, нужно здесь Нави сыграть. В общем, мне кажется, тут не надо искать от добра, правильно? Забрали Миракла. Надо по максимуму бить по тауру. Забываю я, когда я сказал, что Варлок стоит за линией, забываю, что Санейка играет на Варлоке, вот поэтому у него так рано появляется 6-й левел, поэтому появляется у него голем. Выгнал своего кора в лес тогда, говорит, иди, братан, фарми стаки, теперь я буду фармить здесь голем. Мы видим, написал Miracle, they all dead, наверное, разозлился, что его убили, говорит, ну все, ребят. Все мертвы. Сейчас будем решать вопросы. Так, генерал. 20 секунд вайда до охраны, но Матумба идет. Ну, Санстрайк там был, но в любом случае, я думаю, не загнал бы Матумбамен. Легенсфер фармит нас первым этим Void. Хорошая идея. Да, против Бэтрайдера, чтобы его... Ну, против Бэтрайдера, когда с Вендом, с даггером будет нападать. Ну, чтобы не было у нее инициации, не могли его так быстро вкуснуть. Так, Тавр в миде сейчас упадет. Я думаю, переместится два героя Liquid. Хотя на топе тоже мы видим довольно все неплохо. Интересная раскачка с Веном. 1-4-4-1 будет. Прям очень интересная раскачка с Вена. На фарм. Но мне она не нравится. Ну, чисто фармячий сфер. С Mask of Madness. Ну, стаки вообще не делают. Просто леса все в одних стаках. В одинарных стаках. Эншенты не застаканные. Потому что Бэтрайдер постоянно был в напряжении, постоянно умирал. Не смог уходить туда и делать. Сейчас Дэнди найдут. Ой, очень неприятно. Да, вот так вот. Дэнди начинает его бить. Мы видим, не заморачиваются стаками особо и ликвиды. Так вот, поймали Дэнди здесь на ультимейте. Башек проходит с первого же удара. Ну и тут майнд-контрол помогает. Кура зарабатывает этот фраг. Хороший смоук. Поймали Урсу. Ну и тут Бивера не поймает, его не видно. Ну на топ, наверное, нужно выйти ликвидно, попытаться забрать вышку. У нас проблема какая-то с тимплеем, на самом деле. Ликвид они не могут сделать нормально стан Сладера и Санстрайк. Постоянно мажут. Или постоянно, кто Миракл рано кидает, то поздно стан дается. Ну, мне остается впечатление, что это, опять-таки, знаешь, от большого желания сделать все прям идеально и... Ля перфекто? Ну, типа, да, ля перфекто. Не просто побросать все скиллы. Типа, ща мы все сделаем круто. Ну, Пайкат зарубит сейчас вышку. Все таймингово, как это делать. Ну, наконец-то. Нави зарабатывает первые денежки с Таура. 5000 преимущества уже имеется у Liquid на 14 минуте. Ну, вот и нужны какие-то файты. В файте 5 на 5. Ну, в принципе, у Нави все может быть нормально. Тем более есть блинк. Есть сейчас хорошая инициация. Можно что-то, в принципе, придумать Нави. Нави очень сильное преседание на миде. У нас Миракл выигрывает 2500 у Дэнди, и плюс у него еще миддас есть. И это инвокер, который может выфармливать леса, в отличие от Урсы. Конечно, Дэнди... Да, и генерал сейчас умрет. Хорошо. Успевает блинковаться. Отблинковался Витя, почувствовал опасность и увидел. Сразу ушел отсюда. Ну, чужой лес полностью контролирует сейчас Ликвид. В своем лесу никто в своем лесу у Ликвидов никого там нет. Сейчас сместился с Джаш на нижнюю линию. Спокойно, планомерно они сейчас вот сужают вот это вот кольцо, свое влияние, скажем так. Нападение все-таки на Витю. Витя, Башек пройдет, станчик, Башек одновременно. Хорошая Ой, великолепная хрона. хроносфера. Ой, великолепная хроносфера. Если Санейка еще убьют до голема, разлом, Санейка не успеет бросить голема. Башек прошел в нужный момент. Тут Кура, конечно, зарубили. Размен 2 в 1. Попытка догнать Матумбу. Кстати, надо поосторожнее быть Пайкатом, потому что здесь два героя Liquid. Третий подтягивался, это был Миракл. Ну, в общем, 2-1 размен. Да, и Ликвиды опять зарабатывают намного больше. Ну, не намного, но больше. Ну, плюс. Потерять Оракла, это, сами понимаем, абсолютно не проблема. Да и Бэтрайдер, в принципе, тоже может умирать, да, где-то есть уже. Хотя левел очень маленький, просто 9 левел Бэтрайдера. Ну, во-первых, да, левел маленький, с другой стороны, ну, Бэтрайдер, ты понимаешь, с блинком, это, конечно, круто, но там Линкенсфера сейчас будет у Войда, и есть Оракл.
очень сложно играть бэтрайдером. Невероятным образом сложно. Блинкдаггер выносит Дэнди, но вот есть 2 блинка. Нужно стараться что-то придумать. На Свена могут нападать сейчас? Нет. Так, есть ТП, и почему бы на Свена не напасть? Так, Свен. Ой, Ну, далеко. Далеко. Армор еще Пайкат подключил. Ты знаешь, Пайката не так легко убить даже втроем, мне кажется. Там условный Void, Elder Titan и... Армора много. Если он успевает Варкрая подключить, его очень трудно будет пробить. Только за счет скиллов. Смачок у нас от Нави. Ну, кстати, вот хороший смачок. Двух могут убить сейчас на топе, если не среагируют моментально, ликвиды не разбегутся оттуда. Ну или в рашпит тоже хорошая идея. А можно и то сделать. Можно на топе видимость нападения организовать, а параллельно убить Рошана. Ну почему бы и нет? Ну вот прямо сейчас, Вите, надо прыгать. Ты же видишь, что там есть Элдер Титан. Полетел Витя. Так, Санстрайк чекает Рошана. Тут же атака на Куро. У Куро огромные проблемы. Куро. Ультимейт на него. Майнконтрол пытается уйти отсюда. Куро быстренько сбривает. Рошана забирает Нави. Хороший Отлично. Хороший мув. Во-первых, Рошан, во-вторых, килл. А Егис. Сейчас можно с этого момента попытаться подсноуболить. Ну и вот на топе 4 героя. Тауэр, наверное, забрать. Я думаю, да. Либо топ-тауэр, либо мид-тауэр. Поэтому Егис нужно что-то делать. Здесь и стрэнжи. Кстати, в левеле берет на Салтвен. Дэнди на мотом попрыгнул. Так, напугал его. Мол, я тебя бить буду. Дэнди-то с Матумбаменом справляется теоретически. А вот они, 2 ТП. Есть, ой, разлом по Пайкату. Рядом Бивер. Пап на Пайката. Прыгает Матумбамен. Падает Голем. Хороший по троим. Ну и Бивера потеряют. Остальным надо бежать. Голема тоже потеряет. Зарубил просто майнд-контрол. Так, хроносфера сейчас будет. Оп. И еще надо 2 удара. Ну, хроносфера, конечно, есть. Пайкат не мог бить. Прыгает Дэнди, пытается зарубить Куро. Куро сейвит сам себя, но он, скорее всего, здесь умрет. Бэтрайдер летает по майнд-контролу. Майнд-контролу надо сбить как-то. ТП не смогли этого сделать. Матумбамен пытается уйти. На нем есть несколько стаков. Матумбамен, Пайкат до конца. За ним Матумбамен прыгает. Есть 2 ТП от инвокера. Инвокера надо сразу же принимать. Он нужен стан по инвокеру. Нет стана по инвокеру. Но есть же здесь Дэнди. Торнадо хорошая. Есть рядом Куро. Куро уже фуловый. Пытается бить либо Куро, либо Миракла. Но не получается ничего сделать, потому что Миракл забирает уже одного. Отгоняет отсюда Дэнди. Куро продолжает свои мансы. И не бьет. Сейчас он Шрайн. Забирает Аегис. И сейчас только он погибает. Миракл остается один. Здесь драться против 2 героев. Дэнди тоже появляется против 3. Здесь Слардар тем временем сплитит. Пришел Майнд-контрол в толпу. Здесь хороший ЕМП. У Пайката огромные проблемы. Пришел Бивер, но Пайкат выживает. Дэнди тоже погибает. Здесь замес продолжается. Миракл просто 1 в 3 выигрывает этот замес. Я смотрю, что он делает. Он просто дикарь. И еще этого убьет. И Торнадо не достал. Но Майнд-контрол. Последняя тычка. Должен добивать его. Нельзя этого парня выпускать в доту. Вот, серьезно. Он дикий. Он просто дикий. Его нельзя пускать, да. Он вообще ничего не боится. Он все сделал абсолютно грамотно. Это Ice ЕМП. Не боялся. Стоял вплотную к героям с Урсой против Свена. Просто великолепная игра от Миракла. Браво. 5000 дэмэджа Миракл наносит за эту драку. Ну, реально, ему нельзя на турниры для людей, ему надо куда-то с роботами играть, с какими-то, я не знаю... И то не факт, что там будет честно. С теми, которых там Google придумывает, с теми, которые, знаешь, там шахматы людей уже обыгрывают. Вот с такими нужно играть Мираклу, потому что и тот, действительно, как ты правильно сказал, там тоже будет нечестно, потому что он слишком жесткий. Обратно нарабатывает свое преимущество у нас ликвиды. Опять становится 6 тысяч денег, хотя буквально недавно было 3. После этого Рошана, после киллов. Да, ну вообще хорошая была атака у Нави. Все было нормально, все было неплохо. Но вот когда прилетел Миракл, наверное, как-то надо было постараться все-таки уйти оттуда. Ну, не думали они, что один Миракл справится со всей этой движухой. Да, там еще Аегис был. Да, и они дрались вообще-то вчетвером ликвиды. Потому что GH сплитпушил, он забрал там Т2 на нижней линии. Он в драку просто-напросто не прилетел. Хотя она была на Шрайне, и он бы там, кстати, очень сильно даже помог. Он помог, там нужно было станчик вот дать как раз по всем 3 персонажам, когда они все были в Вайс-воле. Там, потому что все уже без маны были. Ну и вот она, Ликинсфера у Матумбамена. Да, уже неприятно. Ну, сейчас с ним, да, действительно будет очень сложно. И Тревела у Миракла. 19 минут игры за нами. Самое важное, что даггер у Джаша появился, как раз этот парень фармил. Вот, там забрал. Ах, и вот он фраг на Пайкате. Пайкат, конечно, чуть-чуть побегает, но Санстрайк дал стан и погиб. Ой, сейчас еще Голема скинул у нас. Санейка было вообще неприятно, еще бы Голема забрали. Но успел отменить. Так, ну что, Т2 Тавр в миде начинает уже бить Матумбамен. Рядом Майнд-контрол. Миракл тоже здесь, GH Куро. Пятером спокойненько будут толкать линию. Нави вряд ли будут за нее драться. Отбрасываться издалека нечем абсолютно. Точно так же, как и на хайграунд, когда будут заходить Ликвид, у Нави в принципе нечем отбрасываться. Я вообще не знаю, как тут будет Бэтрайдер кого-либо хватать, потому что сейчас появится вторая линкинсфера у Миракла. Это вообще Unreal. Будет 2 линки и Оракл. Ну, как ты кого сможешь поймать? Ну, типа Оракла как-то, но он же вообще не будет подставляться.
Все мы прекрасно это понимаем. Да, 20 минут игры с нами, 8000 ведут Liquid. Очень уверенное исполнение от них. Есть такие микроошибочки, есть моменты, где они не доигрывают, но Navi никак, не то чтобы не наказывают, Navi дают возможность Liquid делать, строить свою игру так, как сами Liquid захотят. Эх, погнали. Ну что ж, смог от Navi. При том, что ты знаешь, вот идет игра, ну и ты не скажешь, что это какая-то безидейная игра от Navi. То есть у них были хорошие мувы. Вот Рошан, выход на топ, потом перетяжка вот на Т1 Тавер на верхней линии. Посмотри, как читают, посмотри, как читают. Как они читают. Матумба, купол на Бивера. Купол нехороший, кстати. Бивера могут постараться убить. Бивера должны все-таки забить. Бивер все еще жив. Прыгает здесь. Да, Бивер погибает. То, что Джаш прыгнул, и у генерала огромные проблемы. Генерал под Каразельхейза. Проблемы огромные генерала. Он жив, но прыгает Матумбамен дальше. Там тем временем Пайкат пришел, пытается зарубить Куроки. У него не получается. Матумбамена убили хорошо. Дэнни прыгает на Куро. Пайкат здесь же. Куро пытается пожить немножко. Прибежал сюда Миракл. Миракл под двоим бласт. Очень больно. Голем здесь должен как-то помогать. Дэнди уже убили. Миракл. Есть еще хороший метеор. У Пайката огромные проблемы. Какие? Куски там майн-контрол отваливает. Сколько у него дэмэджа у этого пацана. Лютое количество было в определенный момент. Сейчас уже не так много. Но два кора погибают. Опять Миракл приходит в драку и просто ничего не могут сделать. Эти два кора без БКБ, которые он кастует айсвол, кастует EMP, маны нету, двигаться не можете, просто оранжевики расстреливают. 12900 нетворс на данный момент у Миракла. Нам покажут сейчас повтор того момента, пока у нас маленькое затишье, потому что, ну, действительно есть что посмотреть. Смотрите, быстро убили Матумбу. Матумбы нет. Слартар, черт пойми где. Ну и вот он Миракл. Вот Куру там пытается загонять, Дэнди его прогнал. Миракл Cold Snap бросил в Дэнди. Сейчас потеряется Аэгис у Дэнди, так добил его Куро. Куру убивает. Просто в троих ходит. Ну и вот он Миракл. Вот он Айсвол по троим. Отбивает Шрайн, регенит ману, пришел мейн-контрол, EMP, Алакрити на себя, Пайката добивает, прячется в инвиз. Ну это великолепно просто. Ну серьезно, это просто великолепная игра. Сейчас еще бросит Санстрайк сюда в Санейка. Ну единственное, что Метеор он бросал в этой драке. Ищи Торнадо. Жаль, что немножечко не достал. Да, было бы очень красиво. Я не знаю, какие могут быть вопросы здесь. Все, сделал идеально. Да. 19-8 счет у нас в этом матче. Это уже лайв. Великолепный повтор. Такие драки действительно стоит оставлять в аналог истории, скажем так, потому что это красиво. Вот так нужно исполнять на этом герое, господа любители таких покеров пада. Кат. Он на этот раз Миракл не бросился. Все же здесь он действительно один против всех. Сверху падает Тауэр Нави. Тир 2. Последняя вышка, кстати. Падает последняя Т2 вышка. Ну вот немножечко мы видим, как только останавливаются ликвиды, то есть только они собираются все вместе и начинают где-то пытаться выискивать какие-то фраги и так далее, Нави подфармливают. Вот чужой лес сейчас, свою сложную линию. Ну, Нави не могут 5 на 5 лоп-лоп драться, они только вот могут через смог как-то пытаться одного там цепить, дальше на конвейер посадить ликвидов. Если они просто лоп-лоп будут, ну там посмотри, там хроносфера, там комбинация, это хроносфера под Элдра Титана, плюс опять же хроносфера под Инвокера. Если они неудачно попадут под эту хроносферу, 2-3 персонажа, они просто там лопнут моментально. 14,5 дэмэджа на данный момент нанес Миракл. Это столько же, сколько Свен, Урса и Бэтрайдер вместе взяты. Это в 10 раз больше, чем Огрмак. Да, это в 10 раз больше, чем Огрмак, ну окей. Ну вот так Миракл спокойно заходит на ХГ. Ну, Матумбамена дэмэджа, конечно, маловато по зданиям. Все-таки у него линка, у него ни одного артефакта, но дэмэдж в принципе нет. Вот полтавра убили. Хорошо повели туров, сейчас разойдутся. Они не планировали здесь заходить прямо на хайграунд. Им просто Нави позволили так сильно покоцать Тауэр. Почему бы и нет. Солар Крест имеется у Элдер Тайтана. Также там Драм оф Эндеранс. Пайкат с генералом помчались куда-то. Это, кстати, довольно интересно, если они сейчас на нижнюю линию побегут и пытаются убить Миракла. Пока у него еще нет линкинсферы, у него, пока мы видим, рецепт на линку, ему надо совсем немножечко еще денег пофармить, и это будет очень хороший фраг. Это будет очень... Ну, Миракл чувствует. Точнее, Миракл не чувствует, у него там вард стоит на руне. Миракл чувствует своим вардом. Миракл чувствует своим вардом, да. Ну и прекрасно знает, что два игрока команды Нави здесь. GH пытается его убить. GH умрет до драки. Миракл. Надо цеплять Пайката через Cold Snap. Метеора не попадает, улетает отсюда Витя. Но Пайката поймали. Ну и Матумбамен его, конечно, здесь не отпустит. Пайкат, Солар Крест на голову. Пайкат отправляется в таверну. Миракл ансамбль. 125 жизней берет себе Инвокер, 275 жизней берет себе Элдер Титан. Жирнее. Там и так не хватает дэмэджа у Нави, сейчас не остается еще намного жирнее. Матумба может на Дэнди просто сохранаться в тупую просто.
Австралия, пол хп. Ну и Кура сейчас добавит просто. Ну, то есть, что тут можно добавить? Я не знаю, что можно, как в пабе. Он просто пошел к Т2. Только что в лесу убили... Я не знаю. Повезло еще Нави, что, я думаю, и так Ликвиды должны забирать этого Рошана. Появится он через 5 секунд буквально. Да, спешить Ликвиды не будут. Ну, Бивер чуть ли не доигрался также. Ликвид тоже, в принципе, никуда не торопится. Преимущество у них не назовешь огромным. Оно есть, оно не огромное. Опять-таки, за счет того, что каких-то там супер-супер артефактов Элдер Титана нет на 26 минут. Ну, это 9000. 9000 это уже круто. 2 линкенсферы это великолепно. Инициация проблема. Станить в драке проблема для Нави. Ну и вот сейчас вот с этим Аегисом и с сыром, наверное, Где-то можно заканчивать по линию, как раз подпушили. Сейчас клипы туда подойдут. Нави, они прекрасно понимают, что может появиться Рошан, что его Ликвиды будут забирать, но они не пойдут, они прекрасно знают, что они там драку проиграют. И Ликвиды, вот дабл дэмэдж еще появляется. Ну все для Ликвидов. Игра играет на них. 3 голема потеряли в этой игре Нави. Соперникам, точнее, отдали, потеряли это, наверное, намного больше. 300 голды. Одного забрал Оракл, и двоих големов забрал у нас Элдер Титан. Просто 200 халявной голды. Да, Ликвиды поверху. Это не вчерашняя у нас была великолепная статистика против Наги, когда играл у нас Леон. Там Леон на иллюзиях заработал 3 косаря вообще. Ну да, он ходит там каждые 5 секунд просто. Да, я так и не дождался 25-го левела, чтобы он взял вот этот мультикаст этого. Мультикаст Монодрейна, да, это же вообще бедная Нага и Террорблейд, они же вообще не всплывают там. Диффуза и форстав у нас летит, и... Так, на двоих атака. Миракл, Айсвол, тут же GH, стан по двоим, Миракл, Метеор. Можно я просто помолчу? Давай просто помолчим вот так. Вот просто на это надо смотреть. Это не конец. Ну там на топе драка убились. Ну это, то есть, это просто красиво. Это, знаешь, вот когда забивают какие-то невероятные голы в футболе, когда в баскетболе идет комбинация, знаешь, там с великолепными алиупами, когда там набрасывают на, не знаю, на Леброна Джеймса, и он сверху там накрывает, за кольцо там забивает. Вот такие моменты, в такие моменты хочется просто помолчать и посмотреть на эту красоту. Победитель турнира самданков. Да, вот да.
really favor the hero. I think it's quite similar to Pudge. He's a bit volatile. You need to play him very well, use his spells very well to have that same impact. So there are more forgiving heroes that fill the same role. Okay. Tusk is very very difficult to play, in my opinion. It's not easy. He has a lot of things though that the other supports don't. He can scout Roche in multiple ways. He has like a defensive save and snowball that is very rare. BKB piercing stun too. Like yeah, he's great. I think even if you don't play him to his fullest, he's still very very. What is it that makes him so difficult to master? I think snowball drags. I think at level 1, yeah, snowball and shards at level 1 and level 2, the early few levels. If you compare it to a clockwork has easier time. You run in and you call someone and you get your battery start going. You get a kill. Like Tusk, you need to perfectly block the enemy. You try to snowball and try not to sometimes bring your teammate because you might get your teammate in trouble. But sometimes you need to bring your teammate in. There's a lot of things that you have to consider with the hero. It's kind of like Pudge, you know, it's risky. You've got to land your spells and be able to play the hero very well. Otherwise, he can feel very ineffective. But from a player's standpoint, when you do hit your spells, you feel like a badass. Turn to ban. Those Pudge hooks, when everything's connecting, suddenly you just feel like, oh, you can't be touched. Dunks here. No Invoker available for Liquid, being taken out by Navi. They go for the Dark Seer of Spirit. I think we've seen this. 10 seconds remaining. I think it was once. I remember it was planned out. They did it one game. And they followed up with Jakiro. Good combo with the Dark Seer. Dark Seer Jakiro is very, very good. Pretty good here against the Lone Druid too, having the Liquid Fire for the bear. I mean, all your spells are pretty nice at dealing with it. Jakiro, I think, is very good against the Tusk as well because he rolls in and you just preemptively cast the Ice Path. He's just gonna get stuck there. So, pretty good hero against the Tusk. Just a very solid combo. Like we talk about Navi time and time again. They put a lot of emphasis in team fight. Now, where do Liquid take this now? Does this pick show their hand? They had Phoenix a lot with the Lone Druid and Tusk, but they didn't do so well with it in their first game. Ooh, Disruptor. It's been more like along the lines of what GH has played with the Tusk. He's had like Disruptor and Dazzle. He's kind of played those more selfless supports this tournament. I think recognizing that the greed of the past has sometimes been Liquid's downfall. Yeah. This will be this pick here of Disruptor will make it the second most picked hero. Remaining. Team fight against team fight, Alex. Your favorite, Winter? 5 seconds I remaining. mean, it's fun to watch, you know. Yeah, and it's gonna be brawl after brawl. if someone is like playing dodgeball and the other team is trying to find them all the time, you know, the game is gonna be like not as fun. But when everyone is just running into each other. But they go back for the throw once again. I guess it does push well with the Jakiro. Like when you are trying to build a Jakiro lineup, you want heroes that can help you push. You want to create that kind of momentum in the game. Troll Warlord has one of the lowest win percentages of any hero. But I can't express enough that how much I don't really feel the hero is very good now, unless you have like a specific pairing, Io, Ogre, or Magnus. 36% win rate here in Moscow. So Liquid goes back for their off-lane Elder Titan. They are onto something here now. You like it? Yeah, I like it. Very good hero right now. It feels good, very tanky, and is a less greedy offlaner that doesn't need so much and very useful without too much farm. It's also good, like if you think it's strong, like maybe saying Mind Control hasn't played a lot of, like give him some more time to play the hero, like as you kind of develop through the tournament. He definitely has a lot of potential because of because many of the talents, plus I think Rod of Atos is very good on the hero as well, and he can build Solar Crest. A lot of the new items, Solar Crest, Halberd, Rod of Atos. The hero can buy any of it. He's a hero that can build his items depending on the situation. There's no set builds. He provides a lot of flexibility, a lot of playstyle. He gives you team fight. Pretty good in the lane now. Works. Yeah, he works. Yeah, that's the word. He works. Could not be on either ends of the success spectrum as well. Elder Titan is undefeated, as you said, Gods, right? Undefeated so far in Epicenter. 3-0, 4-0. 4-0, yeah. He's played 4 times. So
that's actually the same amount of wins as Troll Warlord, despite being picked significantly less. So based on that stat, Alex. Yeah, I know how you feel about stats, but it is an observation worth making. 5 seconds remaining. One more ban to fill it up. Liquid's Expecting- turn to pick. Is this the Dendy curveball soon? We get it. You can't wait to see a pudge, right? I just want a pudge. It's all I want. And then, kind of... Push strat, Juggernaut plus Lone Druid. Healing ward on the Lone Druid bear. And they have Elder Titan. It's like just 5-man, push, not too greedy, objective base. Explains the Ursa a little more. You see the Ursa ban, you're like, oh, must be thinking like some kind of a melee mid laner because you're not going to ban Ursa if you're thinking something that's because they wanted Juggernaut as well. Ursa is really good against Juggernaut. Very difficult to play. Melee mid laner, you say? Pudge is awful for Oh. yeah, Pudge versus Jug. It's an awful matchup. Okay, fine. The dream will have to live on another day. Dendy heroes do you want in this game? It could be the troll mid that's being played there from time to time, although not so much by Navi. He's probably gonna like just play some Queen of... no, there's no Queen. Oh, Queen's ban. Dragon Knight. Dragon Knight mid. So both teams have some sort of like a pushing lineup. Navi on the other hand has the Jakiro, Dragon Knight, Troll. Team fight wise, I feel like maybe Liquid's team fight is much more superior. Okay. But from a pushing standpoint, you give Navi the edge? Both quite equal though. Maybe Navi, it's easier for Navi to push because they have Jakiro. Okay, well, with that said, I think predictions at this point in time are null and void. We'll just sit back and enjoy the Dota because there's really no point in hammering the point home any further. Navi want their first map win of the entire tournament. Yes, indeed, this will potentially be their last game. Liquid could throw the knockout blow, and it's a game they need to win. The team hailing from the US of A need this win in order to get to those playoffs, get to that stage and that crowd. Navi stand in their way. Let's jump to the casters and enjoy the Dota. Yes, thank you very much, Machine. Here we are, Navi's last chance to try and give us something special here at Epicenter to get a win. It's up against Liquid again. Game 1 looked rocky. We've got slightly different drafts. Navi trying something different. They've got some great synergy. The Dark Sierra Spirit combination, very, very strong. Yeah. But Liquid as well, they've got a lot of very scary heroes and heroes that they have that, very high win rates. They've got fantastic hero player pairings, Matumba Man, Lone Druid, the legendary GH Disruptor, Kuroki's Tusk that's been off the charts, Mind Control. I mean, it's going to be hard. And that could be an understatement, Ken. I think Navi has the heroes to do this, though. Okay. And I think one thing that they've been kind of lacking in their drafting is they never give Soneko a hero that he can do good things with. He's a very talented player, and he's been playing Warlocks and other boring things and sitting in lane, covering the safe lane. Let this guy try to be Jarex. Let him get kills, let him cover lanes, and see if you can make something happen with that. I think that's the way to play this. And they have some other good synergy advantages. Dragon Knight's very good against Elder Titan because he gets passive armor from Dragon Blood that isn't reduced by the passive. They've got Troll as well as the other core hero. And they're both very right-click heavy, and they're both tanky, and they both got they got blind on Troll Warlord. I think that's going to be decent enough to deal with what Liquid's throwing at them damage-wise. And they're good pushing towers. That's pretty important. Oh, sure, yeah. Man, they've certainly got the good push, and we'll see how this can all end in the lane. See if Navi can get a bit of a better grasp on the early game. But I'm not talking about the early starts. Liquid with the smoke, but Navi do Soneko in a good position to put an end to that movement. So Navi have eyes on what's happening. They're even thinking about fighting this themselves. They will get the slow onto GH. Soneko rolls forward, looks for the body blocks. Will glints back. The troll, the shards. Oh, that's actually going to save him. Is that going to save him? What a play from Kuroki. I can't quite believe that. What a Tusk play. I mean, he's got something ridiculous like 90% win rate over like 13 games, and that was perfect. So all the morale that Navi just got from scouting the smoke, having a guaranteed first blood, just gone. And now they're probably thinking about last game as well. Oh man, they outplayed us again. That sucks. And that was such a guaranteed kill. The most unfortunate part is the dual breath on Jakiro. It provided the slow breath, but not the damage breath. So that is the reason that he ended up surviving. In addition to the ice wall, but that was pretty much max range. He had to cast it there. So tough lane for them. It's actually going to be Jug in the safe lane and Lone Druid in the mid. Okay. Surprisingly, a little bit of a change up here, but. So what matchup is this? Is it because Miracle, I guess, can deal better with this pressure? And look at the Blade Fury. He's actually just going to try and man up.
He's even looking to just go 1 versus 3 and take down Seneko. The Fairy Fire, will it buy him enough? He's looking for the dupes around the tree line. Will dodge the fire from Biver. Seneko, he's kind of rolled into this though. Miracle, he's salving up in the tree line. So is Seneko though. They're both starting to heal back up. Miracle in a bit of trouble. Can Navi finish off? Pycat, he's trying to, but Pycat's just being punched down by Kuroki and GH. But he does get the first blood. Navi will secure it. It was so sloppy. Oh my god. I mean, that was Miracle so nearly sloppy. turned around 1 versus 3. Yeah, but he should have died so easily. They missed a dual breath, and when Seneko did his roll, he didn't put his boulder down in time. So his boulder just didn't go far enough and fast enough. It was real bad, honestly. The fact that Pycat even died for that shouldn't have even happened. And they just barely got the first blood before their opponents. That was so sloppy. Looking at going in again onto Miracle. Pycat relatively low. The shards, they're going to trap him in, and Miracle just goes in with the Blade Fury. Fairy Fire is not going to save Pycat as he gets taken down a second time in this top lane. They're surrounding Biver, Liquid, they're not done. They're looking for another kill out of this tri-lane, and they'll get it. Falling apart for Navi already on the top lane. Ugh. And this really shouldn't have happened if they just killed the Jug right at the start there with a nice play by Seneko. He baited it out with the Fairy Fire. That's not 2 Fairy Fires they've used in the lane, by the way. And because they didn't get the good trade there, less gold advantage for them. And their opponents have more to keep them alive. Boots advantage on Tusk. General mind control, going man to man here. I'm trying to be a little careful. Surge is there on General if he wants to go for an aggressive play. Tough part for mind control is it's a long time till he gets healed. He went Boots first in his build team. I think that was because he was expecting to be against the tri-lane, perhaps. Because I don't think I would want to buy Boots first if I'm against the Darkseer. But that said, he can also walk away from the Iron Shell if needed. It's hard to say, but he definitely has some regen issues that he's going to run into right now. Yeah. So probably a Darkseer advantage here. Yeah, excusing kind of the performance that Navi's had so far on that top lane, do you like their idea to try and go aggressive against the Jug, or do you think this is quite an awkward tri-lane to do it with? No, it's a good tri-lane. Okay. They just messed it up. And now they're in dangerous territory. I mean, Juggernaut is definitely the better tri-lane hero over the Troll Warlord, but I feel like the supports on Navi are better. Jakiro and Earth Spirit, very high HP, and you're up against Disruptor Tusk. Not the best damage output. And also the hero they're pressuring is Juggernaut, not the supports. I think pressuring the supports might be more effective. Those guys are going to be easily more killable. But Liquid in a great spot now. Disruptor level 3 as well, so he's got 2 points in Thunderstrike. That's just a huge damage output. So their ability to get kills is very high right now. And Miracle can just safely last hit, because if things get really dangerous, all he does is spins and runs away. The threat level is a lot higher the opposite way around. They're certainly being able to slow down Miracle's farm, but he's still slightly ahead of Pycat. Pycat, if we saw that Thunderstrike pretty much taking half of his health off. Yeah. Huge danger there. And now that the wave's pushing, Crow's looking to do a nice path again. Grabs one. Yep, he's found Biver and Seneko. They're trying to bring him down a little bit first. The kickback, very nicely done there from Seneko. Kicks Miracle out of the way, rolls down. So they will be able to disengage. But we're seeing as well, just of course, with that healing ward, Liquid able to keep the sustain up that they need to stay in this lane. Not sure if I agree with Jakiro's skill build here. He went for 1 dual breath and 2 liquid. I prefer 2 dual and 1 liquid personally, because it does lower the cooldown, but the damage doesn't go up by very much, and dual breath would double in terms of damage, which I think is easily worth it. And it only goes up in 5 mana cost. I think that's easily the snag here, and that's part of the problem with when people play Jakiro. They focus too much on liquid fire. You should still max it pretty early, maybe by 7 or 8, something like that. But 2 points in liquid early, absolutely not worth it. Unless they had advantage here in their pressuring tower, I can't justify this. So I just feel like Navi make a lot of little mistakes like this sometimes. And this one could cost them. And Navi are looking to try and wrap around, potentially get involved with this pull that's being made. Miracle under the tower. Feeling very, very safe at the moment at least. We'll start to see Seneko actually making a movement towards the middle lane. See if he can get anything done there between himself and Denzi. The mid lane as it's been so far, both Matuma Man and Denny getting a lot from this. And Matuma Man with a slight lead, but very, very close between the DK and the Lone Druid. You know, it does make some sense that Seneko didn't roam mid, because killing Lone Druid level 1 is possible but difficult. You'd have to get there when Dendy's probably like 2, 3 maybe.
and even that takes a lot of mobility and mana regen, so you can cast spells a lot. But now it's just even harder, because Lone Druid's already 6, that means he can bully Dendi a little bit. Well, I'm talking about bullying Dendi here. The shards, the Thunderstrike come through. Oh GH, my god. I'm just seeing if you get in a position to catch him, but it's unable. Mass reactions from Navi. They bring everyone to the mid lane, and they're going to look to try and find a kill out of it. Snako will get the boulder smash onto 3. The snowball comes out, though, saving GH for the time being. GH very, very low, though, and Navi, they will clean it up. They'll punish Liquid for this one. They look towards Kuroki. The Savage Roar. Is it going to be enough to save Kuro as Matuma tries to pull them away? The uphill miss. It was Liquid Fire going to connect it. Will that can't miss. It gets the shot on, and Navi will be successful with the reaction and punish Liquid for that play. Is that, are we watching Power Rangers right now? Everybody TPs the same spot at the same time? My god. It works out. Everybody on Navi rotated, and it works out. If they can get a kill on Matumba, this would be pretty good too. Let's see what they got. Dendi's got to be careful. In range of the tower, there was Glimpse back among it. Now Snowball's coming his way, brings down the DK. Kuroki gets Dendi, caught out. The shot's actually blocking Pyra as well. If they get a root, he's in a lot of trouble. The field will trap him, but Matuma Man can't commit. Very low on health, has to play it careful. And he's actually a big damage dealer right now. 2 points in Dual Breath, 2 points in Liquid Fire. So anybody that gets close is actually extremely lowered in attack speed by like 72. That's a huge increase, or a huge decrease here. So it's actually pretty hard for them to fight Navi right now. On the other side of the map, Mind Control still getting levels, 39 last hits for him, 39 for General, but Mind Control does have 16 deny, so it's pretty safe to say he's winning this lane. And what's the level difference like because of that? Well, level 7 on the Elder Titan, yeah, a whole level. It's a big difference. A whole level difference at the moment. Huge amount. He's going to try to go for a Dual Breath here to Mind Control, but the approach was not the best. They will get the boulder smash. He is underneath the tower, so Snako is starting to tank it up, and Mind Control is very tanky on this Elder Titan. This is just so sloppily done again. Like, the reason that General didn't even walk forward is because he didn't have enough mana. He didn't plan ahead, he didn't see his allies rotating, but they could have easily had Snako rotate in, put Ion Shell on him, initiate at the same time. They didn't even get the rolling boulder damage because the time they initiated was sloppy. So they missed rolling boulder damage, they missed that slow, they're forced to only have boulder smash and dual breath, but that could have been heroes hitting him for a lot longer with Ion Shell on top of them if they just coordinated better. But they didn't. Now that rotation's wasted. It's a lot of wasted time for those supports. Talking about rotations, Kuroki and GH, they've got eyes on Pycat. They will shard him away from any sort of potential shrine up. TP reactions will be coming through. They'll see if they can turn this. Boulder Smash catches out Kuroki. Pycat is going to be taking a snowball to him as Kuroki closes the gap. Miracle looking to find General on the sidelines of this, but the surge is too much. General gets himself away. Pycat in range for another Thunderstrike, and in fact Kuroki says, I'm not even going to let you get the kill, GH. I'm taking that one. Secures the kill. Oh, Miracle! With the crit to the back, General can't surge away for that one. Can Snako punish Miracle's play for this? He's got Blade Fury in 5 seconds. He does have a TP in his backpack. He's looking to get the Tango out first. TP would still be on 6-second cooldown. Backup's on its way. Pyke over the slope, but he gets instantly glimpsed back from GH, so there's no chase down for Miracle, and Miracle will survive. This is an insane gold advantage for 8 minutes. 2.8k. This is like... Radiant's top tower it's actually huge. Considering that the kills are semi-equal, this is just speaking to something really bad for Navi. Let's see if Denny can get something out of this. He's come away from the mid lane, but oh, the shards into the snowball up to the high ground. Kuroki gets himself away. We'll take quite a bit of damage here from the creeps, but a neat little play to escape potential death. Ooh, and 2 raindrops denied. Effective play there. That's going to put it into the backpack for Kuro until the end of time, until he finishes his urn, so doesn't want to waste his gold there. But just across the map, Liquid is getting way more out of their map. The Darkseer was doing fine, but this is just because the supports are spending time rotating. There's been a lot of fighting going on, and it limits their gold farm. This is a nice kill if they get it, but in fact, Mind Control just turns. Oh, the mischance from the Axis there, saving Biver just in time. Mind Control jukes out the dual breath, continues to back away. Pycat, can he get the bash? He can, and that should be enough for them to close in and get the kill. The stick charge is not enough, as Navi will find Mind Control. That was so lucky, actually. That was a 10% chance to bash, and he happened to get it there. I didn't see how many times he let up, but Wyver didn't turn fast enough. As soon as the Axis hit, maybe he should have kept running, but it's a 60% chance to miss. I feel like you turn there, you dual breath, and you get out. Because once you dual breath that guy, he's slowed, your troll can get way more attacks in, and it's a guaranteed kill. Just Navi, again, making little small mistakes. They're not reading the situations perfectly, and it might be a little bit of all the losses they've had. I'm sure they've lost a lot of confidence from the tournament so far. Mid lane as it goes, Dendi. About 800 behind Matuma Man, and this is a gap that's going to increase once Matuma gets already. What are we looking at there? How's he doing? The Midas is there. He's got 600 on top of it. Once he's got the Midas Radiance going, it's going to be very hard for the DK to keep up in farm unless Navi are able to
pull together and start to take the towers, which they definitely have potential to do with the DK and the Jakiro. That's where they're looking to keep the pressure on. And they're looking to dive on the bot lane as well. Tuska's sitting down here with Mind Control. They've got Earth Splitter as well, so if he actually gets a good block off, they could follow this up with some more damage. It's going to be a little hard to execute, but there's potential there. And in the meantime, the rest of Liquid is just pushing up the top lane, pressuring that tier 1. Matoma Man's playing really safe with the bear in the mid lane. He's totally anticipating a gank because there's been a lot of heroes off the map, and they're going to spot Viver now. So this may see, yeah, they see the smoke rotation most likely. Yep, they ping it. KuroKy's eyeing up Pycat still on this bottom lane. They'll know that he's relatively alone. Still a very difficult kill to succeed on, but they'll try. Radiant's top tower is under attack. The dive's going to come mid. GH is going to block this one, I guess. They're going to move, yeah, look, up to the high ground. They find GH, but the silence there, they don't want to commit Navi. It's too deep. Yeah. Bottom lane, though, Liquid, they are committing. They'll get the sleep and the control into the Elder Titan, and Pycat's down. Snake with the response. Can he get someone out of this? He'll get the boulder smash onto 2, but he doesn't have the damage to finish off Mind Control. Mid lane, Navi, Dendi, General getting caught in the kinetic field. Miracle wrapping around with the Blade Fury. Dendi being brought down low. They'll try and surge him away. In fact, the Savage Roar forces him out of the static storm, but they will bring him back with a glimpse. So they get the kill onto Dendi. General trying to finish off Miracle, vacuums him back. Miracle falling low. Can he get himself out of this one? Viver looking to man up against this. Miracle pops the Blade Fury and he lives through the Iron Shell because of the magic immunity. Takes down the Darkseer, and if he gets a crit or two, he could just find Viver, but he's got to be careful. The fire's out upon him. He heads his way back up to the high ground. It looks like he will survive. The roost there from Matuma Man ends up getting the Viver kill. And Navi, they just can't catch a break. They're just completely outplaying their opponents. Miracle saw his stick charge. They're going to catch Pycat as well. Oh, can they finish him off? Oh yeah, Miracle's coming back over. They have a snowball. They've got the Walrus Punch slow as well. KuroKy will now look for the body blocks. Miracle coming in with the Blade Fury as KuroKy tries to block him up. Pycat will fade through, but the shards are there. Pycat blocked in, taken down. Viver now being surrounded by Liquid as they take another. And it is fastly falling apart once again for Navi. 12 minutes in. 12-6 and 5k lead. Their healing wards are dying to old age. They're not even being killed. That's how far behind they are right now. Just every single dive is mattering, and every slightly missed kill adds up. Like, if Earth Spirit has one more successful gank when he goes bottom, he kills the Elder Titan when they end up diving the troll. But that didn't happen. Elder Titan gets away, they're forced to do another engagement, but that doesn't end up being successful, and it just keeps adding up, and consistently it's just Navi getting outplayed. Liquid, I mean, and Liquid just playing so well. Liquid are playing incredibly so. What I'm incredibly worried about as well, you know, he's 2.8k towards the Relic. If he gets Radiance for Matuma Man at this timing that he's looking like he's going to, how do Navi even fight into a Radiance bear this early on with the lead the Liquid have? I don't know, but I know one thing's for sure. We are going to see a tweet from a stats man when this Radiance gets completed, because it's going to be that fast. It's going to be close to a record, 100%, especially because he has Midas as well. Like, normally this comes out like 18 minutes, and we're looking at like a 16-minute timer or something like that. Maybe a little bit later. Yeah. So it's a great position for Liquid Unless right now. Navi can somehow punish Matuma Man, if they can find him, catch him out. Bottom lane Tower Gold is certainly going to help towards that Radiance Fund as Mind Control. Miracle push in. Navi will look to try and get a trade of swords. They're up onto the top lane, looking for a tier 1 themselves. They're definitely good at hitting towers. I mean, for sure. Between Liquid Fire and Dragonite, they don't even need creep waves, actually. This is where Liquid Fire really starts paying off, but I'm just thinking about the last 14 minutes of fights and wondering if he could have used more Dual Breath, maybe. Oh, look at this wraparound here. They found Pycat. I think Pycat's in trouble. The Static Storm's down. He's going to be glimpsed back into the field. Perfect play just on the tip there from GH. And Pycat getting caught out alone. Yeah, looked like a weird Static Storm, but he just predicted Pycat to move back into neutrals to grab farms. So ends up working out fine. Glimpse guaranteeing that, and another kill. So Navi, many deaths for him. Attempting to just A-click down this top lane, and it's working for the time being. Take one tower, they're getting a good bit of pressure onto the tier 2. Same time though, mid lane, Liquid, they're pushing onto a tier 2 themselves. They'll find GH, Sineko drops the magnetize, they will secure themselves the kill. Trapped in the field, but there's no one else TPing in. So Navi maintaining good control of this top area of the map, and it looks like they may just finish off the tier 2 as well. Yeah, this feels like the first time in the game they've actually accomplished something really effective. They're losing by a lot, but they just took 2 towers. It means that this jungle is pretty much theirs, and they had supports in position to spot a rotation through. So now that things are equalized a little bit, it comes down to, the instant root on our Spirit. The first hit root from Matuma Man getting Sineko's. Then anyway, can roll out of this one in time. The ult's going to fly through. Bam! Beautifully on target there from Mind Control.
And yet Navi may have got the tier 1 and the tier 2 top, but they've lost the tier 1 and the tier 2 bottom, and the tier 1 and the tier 2 in the middle lane. Yeah, so even though they do get some towers, the trade is not amazing. I mean, ideally, Navi would do well in their tri lane. They would push this advantage earlier with some ganks. They would group up and push towers, and don't let Liquid take them in response, ideally. But they never even got to that position because of the gold disadvantage. So even though they did get all these towers, it does open the map, but it doesn't give them the gold advantage that they need to offset this. So Radiant's 15 minutes and 40 seconds. That is so fast. And he sent his bear back to instantly get it as soon as it was ready. And when it's time, he's going to pull it on out and bring it to the fight. Top lane, Dendi's got the blink. Will look to open up onto Miracle, see what they can do about this. Dragging him back into the wall. Can he get out? Pops the healing wall. Not enough. Navi get a big pick off and a great reveal from Dendi's blink dagger. Liquid, they are going to try and fight without Miracle. Dendi goes for the TP out. It will be successful. Oh no, he actually cancelled and goes for the blink. Was worried about the TP being cancelled. He got glimpsed. And as soon as the glimpse went through, he blinked away. So Dendi should be able to survive here. They're going to lose the Darkseer, but pretty good rotation. Pycat's actually up here instantly with the Vlads. I think he definitely wants to fight this, and they've got rotations coming. Let's see if Dendi and Pycat could do anything about this. Obviously, Dendi without TP. There's actually going to be a buyback from General. He knows that he's got to be here for this fight that Dendi and Pycat are going to be forced into. The snowball dodging the ball of Seneko. The boulder smash, beautifully timed though. Comes in, catches the three of them out of the snowball. Viper has lost his life. The Static Storm will be down, but Navi, they're out of it. They take GH, they take Kuroki. But Tumberman still looking very healthy. The Radiant Spear forcing the rest of Navi to back off. Mind Control hiding in the trees. But Navi, they do get the kills out of it. General did have to buy back though for that. But most of that problem was just on Kuro. The fact that he brought every single one of his heroes with him in the snowball, and the fact that the person the snowball went after was very fast. Troll Warlord opting for more points of Berserker's Rage, extra movement speed there, and he gets out to the right, and it led to the easiest stun setup ever, which means that Navi's less leveled skills got more value, and they end up winning a fight. So that was a huge team fight, by the way. That's like a 2,000, 3,000. I mean, yeah, anytime that a team is behind as much as that, yeah, any sort of fight like that's going to be a huge boost for them. Finally, Navi finding some ground a bit. Miracle has nearly got that Manta Star though, so it's only going to be an issue for. No more silence problems, basically. And it's a little bit harder for Dragon Knight as well to figure out which guy to stun, but the Blink Dagger that Dendi picked up, absolutely needed, because winning the fights is the only way that Navi's going to get back in this game. So I did like their movement there. Even the buyback was worth. So Liquid grouping up, heading towards the mid lane, going to try to get a catch here, but it's going to be a little off point there. Glimpse of the kinetic field, but it does get the vision for Kuroki to close in. Pycat stuck in the shards, the Radiant Spear ticking him down, he's gone. Boulder Smash, oh, the vacuum wall for General, is it enough though? They're walking out, and at the end of the day, it's the ultimate from Mind Control that's even bigger, catches three of them. He's going to look to punch down Biver. They've lost three, Navi having to back away. General pops the mech, surges out of there, but they're going to look to chase. They've got Dendi with the snowball. They need a route, they're not going to get it. Dragon Tail holds back the bear, but the shards from Kuroki hold Dendi in range, and Liquid will finish off a fourth. Yeah, that was not the ideal start of the fight for Navi. I mean, there's no kinetic field, I guess, but it was Troll dying right at the start. They didn't have Magnetize. If they did, that fight would have been different when all of those heroes were grouped up, but no Magnetize just yet. They can reinitiate. They're going to respawn real fast, and they're up, but the Rax is already gone. I mean, this stage of the game, 18 minutes in, and we saw in that fight as well, it was a really nice vacuum wall, but Navi just kind of tunnel visioned in, and they just lined up perfectly for an Earth Splitter from Mind Control, and then the fight, once you've been Earth Split, you just got to go. And Vlad's done now on him, and they've caught General in the shards. He is stuck, trying to get himself out of it somehow, but the snowball comes across him, flattens the Darkseer. Pycat gets glimpsed back into the Static Storm. He just gets ripped to shreds as well. 22-11, 19 minutes in, 13k gold lead. Liquid with one racks up, already looking for a second. And unfortunately for Navi, I feel like this final game has pretty much been their toughest one. This is just absolutely brutal. Liquid with some of the best play in the world, no holding back, and GG is indeed called as Navi tap out and Liquid take this series with not even a smile on their face. Literally no emotion. I mean, they were in such a big advantage. I don't even know if they knew how far ahead they were from the laning stage. I think they did. It felt fairly stabilized. There's a smile. We can always rely on GH to have a bit of a smile. There we go. And a bit of a smile there, but and with that win, does that mean? We'll talk about that later. Well, I'm sure the panel will sort out the maths and stuff. Yes. Oh yeah, whether that's Liquid guaranteed or such, but it's exactly what they needed to do. 2-0. That's going to plan for Liquid. I think Navi
they've been consistently drafting okay. But the problem is that their execution and their ganks and their skirmishes, they always fall a little flat. I think that game was definitely a step in the right direction with Seneko playing Earth Spirit. I think that's how they have to do it. But I think Troll Warlord has been a flop consistently by them and other teams, and they just keep going back to it. But I keep looking at how Troll works on these early mid-game team fights. If he doesn't have space to farm, and they have nukes, he just dies every time. He doesn't do anything. He throws axes. I didn't even get to see him walk in and attack people half the time. Just that one glory fight. So if you're behind in farm, Troll is just such a bad hero against nukes. Absolutely. There we have it. So Navi, unfortunately, with another loss for Liquid, though, great for them. They're on track to what we don't know. I'm sure Alex will explain what the state is now going to be with that 2-0 from Liquid. But indeed, we do say a very goodbye to Navi. Put some feels bad man, some Bible thumps, and a couple of capital Fs in the chat for them. But back to you now, Alex, on the desk. Eight games of Dota played in Moscow for Navi. Desperate to try and get in front of that home crowd. The crowd wanted them there. A fan vote actually getting them into this tournament.